Привет, Фаина. Это Игорь. Добрый вечер. Добрый вечер. И мы сегодня будем говорить о животных на войне. Итак, прежде всего, для того, чтобы нашим зрителям было понятно, о чем мы говорим, я хочу прокрутить небольшое видео, в котором мы сейчас увидим набор фотографий и посмотрим. Оно очень короткое, 1,5 минуты. Поехали. Вот такое вот видео, достаточно печальное. Что ты скажешь, что ты чувствуешь, когда такое видишь? Ну, мне жалко в первую очередь животных, даже немного людей, которые там находятся. Жалко животных и жалко людей. А если я тебе скажу, что именно этой цели и добиваются те, кто это видео создают, кто это видео записывают и, соответственно, показывают. Если я тебе скажу о том, что фотографы приезжают из-за границу специально для этих съемок, что они делают эти съемки в несколько тейков, то есть несколько раз с репетициями, что животных отбирают, кастингуют людей и делают это все, делают из этого всего просто войну. Домашние животные как инструмент информационной войны. Вот что мы видим. Коллаж из этих фотографий котов и собак на переднем плане – это работа украинской пропаганды, и это оружие в информационной войне. У тебя есть дома кот или собака? Да. И кот и собака. Как их зовут? Собака Пантелеймон это такса. Ну и обычный кот Снег. Обычный кот. Ты же их любишь, правильно? И ты Да. не хочешь, чтобы ты хочешь о них позаботиться. Вот эту именно эмоцию в любовь к домашним животным и эксплуатируют те люди, которые делают из всего, что окружает нас, всего, что мы любим, всего, к чему мы привязаны, делают из него инструменты войны. Потому что на заднем плане месседж совершенно другой. Вот агрессивная Россия, вот что они делают, вот как страдают несчастные собаки, несчастные коты, люди, которые их... И все это потому, что Россия агрессор, непровоцированно напала на Украину и так далее, и так далее. Дальше они скармливают тот месседж. То есть то, что мы видим сейчас, такое количество несчастных животных на экранах ваших, значит, мобильных телефонов, в ваших социальных сетях, это не просто так. Это заранее продуманная и спланированная специальная операция информационной войны, где животные и коты, собаки, кошки, любые другие животные используются для того, чтобы вызвать правильную эмоцию. И эту эмоцию, потом на эту эмоцию, соответственно, надеть то информационное сообщение, которое
нужно этим авторам. Это сообщение называется обычно STRATCOM, Strategic Communications. Я не хочу полностью перетягивать одеяло на себя и хочу попросить Фаину рассказать, ну вот какой ее собственный опыт, что видела она по поводу собак, кошек, как в информационном пространстве, так и на улицах Луганска, где она живет. Фаиночка, расскажи нам чуть-чуть. Ну, наверное, взять известный пример собака Патрона. Это украинская собака, скажем так, символ даже Украины. Изначально она была создана для того, чтобы быть волонтером, собака-волонтер. Но потом ее поменяли назначение на то, чтобы разминировать территорию. Также недавно относительно был сделан мультфильм, там, где эта собака что-то сродни герою, а главный враг Россия. Ну и, естественно, само имя собаки уже Патрон. То есть это не собака-минер, которая разминирует, это не собака-сапер, это собака-патрон, задача которой, это на самом деле другое у нее имя, как мне кажется, это собака-пропагандист, ну, которая задача пропагандистские цели достигать. И как ты думаешь, кто же помогает украинцам все это дело делать? Я думаю, что Америка. А каким образом, почему, на чем основывается такое заключение, что Америка? Поставляют оружие, она очень помогает Украине, и я думаю, что в плане информации тоже. Ну, видела ты сообщение про рекламу Патрона, именно мультика про Патрона, где посольство Соединенных Штатов в Украине промотирует и благодарит вторую американскую организацию, которая называется USAID. Это американская, это государственная бюджетная организация, которая полностью финансируется из бюджета. И вот именно эта USAID платит за создание такого рода мультфильмов. Я не удивлюсь, если они же платят за создание вот этих фотографий, которые мы с вами видели, как они в свое время косвенно платили такой организации, как «Белые шлемы», «White Helmets», которые снимали постановочные видео и фотографии в Сирии. Хорошо. А все же, что мы можем сказать про самих несчастных животных? Как сами животные, вот если отвлечься от информационной, от пропагандистской части истории и прийти к тому, что на самом деле испытывают животные во время войны? На самом деле животные, многие несчастные, потому что хозяева их просто бросают, когда уезжают в какое-то другое место, в другую страну. И они просто бродят по улицам. Бродячих животных в Луганске и в Донецке? Ну, именно сейчас их не так много, но в 2014 году было очень много, потому что как раз с самого начала все уезжали, ну и оставили животных. Я хочу призвать всех тех зрителей, которые нас смотрят, обратить внимание, вот мы сейчас показываем плашку и заставку приюта в Донецке, который очень нуждается в вашей помощи. Если вы хотите помочь нашим младшим братьям, не тем, которые называются «Патрон» и которые работают на зарплате у USAID и посольства Америки в Украине, а тем, которые находятся на улице и которым надо согреться и что-то покушать, пожалуйста, и надо полечиться, пожалуйста, переводите деньги по указанным реквизитам, помогайте бездомным животным, помогайте тем людям, которые заботятся о них, делают это с очень большой любовью. Мы с Фаиной вас к этому призываем. Фаина, скажи еще ты тот же самый текст. Ну, в общем, да, призываем, потому что животные очень бедные, их бросают хозяева, они сами о себе не могут позаботиться. Ну и мы, люди, должны помогать им. Хорошо. Итак, движемся дальше в нашем шоу. О чем мы планировали с тобой еще поговорить? Теперь поговорим о русских собаках и котах, которые участвуют и которые тоже находятся на войне. Я сейчас поставлю, соответственно, видео, и обратите внимание, как отличаются эти картинки от того, что вы видели в самом начале нашей передачи. В среднем около 15-13 килограмм с быка
8 магазинов. Разгружать пехотинца, носить дополнительный БК для подразделения, чтобы нормально в лесополосе можно было спать. Потому что ДРГ тоже не спит. Обычно мы несем наряды, но он срабатывает как сирена. То есть, грубо говоря, даже с подразделения, с чужого мимо проходят, начинают поднимать всех. То есть, если вдруг кто-то уснет, он поднимет 100%. Соответственно, это облегчает работу, где-то более стабильный сон у нас перед задачами. Это очень важно, на самом деле, быть не голодным, как говорится, и выспавшимся. Очень любит технику. На БМП запрыгивает с радостью. Бандос. О! Вот так на броник запрыгивает. Очки обычно у него одеваем. Ну, ты когда, чтобы ему песок там в глаза не сыпался. Мы с вами посмотрели, дорогие наши зрители, то, как ведут себя русские коты и русские собаки, а на самом деле, как снимают их русские бойцы и те, кто находится по эту сторону фронта. Вы наверняка заметили отличие, то есть здесь нет такого чувства жалости, есть такое чувство сопричастности, чувство гордости за того, что эти люди заботятся об этих маленьких собаках, котах, и вы видите, что это принципиально отличается. В этом законы и принципы информационной войны, что каждое сообщение несет свой месседж. Но давайте вернемся вообще к принципе и посмотрим глубже на структуру, как промывается мозг. Вот возвращаясь к тому, что есть наши домашние питомцы. Почему люди вообще, Фаина, почему люди вообще заводят домашних животных? Вот расскажи, почему Пантелеймон, почему Снарк, откуда они пришли в твою семью, почему они живут с вами? Ну, собаку мы получили от наших друзей еще щенком, а кота мы нашли на улице. Вообще, у нас было много котов до этого, но один ушел, один умер, но все мы их нашли на улице. Вы их подобрали, вы их приютили, правильно? Да. И какое чувство вы испытываете, когда эти животные находятся вокруг вас? Вот что ты чувствуешь? Я рада, что они вокруг меня, не самые лучшие. Ты испытываешь против того, что животное, и собака или кот находятся рядом с тобой. Я тебе могу сказать, с твоей точки зрения, у меня точно та же история, кроме того, что я своих животных не находил на улице, мы живем тут, здесь животных на улице, где мы живем, не бывает, поэтому мне надо было покупать и собаку, и кота. У меня была такая драма семейная, когда я развелся с женой, и она забрала с собой нашу собаку, и я был очень-очень эмоционально подавлен, и я решил, что мне нужен щенок. Так появилась собака Эйжа, которая полностью меня вытащила из этого эмоционального колодца своей бескорыстной и абсолютно без этих условий, безусловной любовью. Ну, а кота мне подарила моя бывшая девушка, которая хотела, чтобы у собаки был дружок. Был друг, который ее веселит, и с собакой, которой вместе веселее жить. В любом случае, мы так любим домашних животных, потому что они любят нас безусловно. Они не просят ничего взамен, просят, чтобы их кормили, конечно, и иногда гуляли, это имеется в виду с собаками. Это базовая эмоция. Собаки, как говорят, когда Бог изгонял Адама и Еву из рая, собака была единственным существом, которое осталось на стороне человека. Когда все животные перешли черту и остались в раю, собака выбрала своего хозяина, остаться с человеком. Поэтому это самый верный и самый близкий друг. Какие-нибудь смешные истории про Пантелеймона и Снарка расскажем нашим зрителям? Я даже не знаю. Допустим, Пантелеймон, был интересный случай, что он один раз залез мордой в банку, доставали оттуда его. Это было забавно. Скажи, а Снарк, как он относился к первой елке, которая была поставлена в вашем доме? Он прыгал на елку, нет? Да. Да? Вы знаешь, в жизни каждого кота есть момент, когда он знакомится с елкой. И это очень смешной момент. Я хочу сказать о другом. Сейчас давай перейдем к более серьезной вещи. Что такое манипуляция и что такое промывание мозгов? Еще на самом деле промывание мозгов – это результат
очень хорошо продуманного, очень тщательно спланированного манипулирования человеческими эмоциями и подсаживания информации, которую ты хочешь толкнуть в мозг человека, на эмоциональную волну. Простой пример. Тебе кого-то жалко, ты начинаешь сопереживать, и в этот момент тебе говорят, а виноват в этом русский Иван. И ты начинаешь, и если это говорится регулярно, если это звучит полифонично, то тогда это потребляется, и в конце концов мы видим то, что мы видим сегодня с нашими несчастными братьями, которые находятся по ту сторону фронта, которых мы можем называть украинцами, но на самом деле никакие они не украинцы. Это русские. И люди, которые воюют на сегодня по другую сторону фронта, они говорят по-русски. Мало того, никогда ни Бандера, ни Шухевич, ни другие лидеры националистов не были их героями. Никогда у них не было к ним никакой привязанности. Как и у Бандеры, так и у Шухевича и всех остальных. Никогда не было собак, никогда не было котов. Могу рассказать о животных, о котах Да. со стороны России. Вот. Получается, есть коты, и они, скажем так, ходят вместе с военными, помогают им очень часто, верные спутники. А как ты думаешь, каким образом кот может помочь военным на войне? Ну, есть такой случай, девушка, у нее был спутник кота, и он помогал ей своим предчувствиям. То есть, условно, говорил, что туда идти нельзя, нужно идти туда. То есть они работают как экстрасенсы, которые чувствуют какую-то опасность и, соответственно, предупреждают Условно, еще. да. Ты знаешь, вообще на самом деле собаки, они воюют. Я вот даже недавно видел видео, сейчас я покажу кусочек этого видео о том, как нужно воевать вместе с собакой. Давайте посмотрим. То есть всякий раз, когда вы видите на экране какую-то картинку, которая вас очень эмоционально трогает, и после этого вы готовы сделать какой-то вывод, задайтесь вопросом, кто те люди на другой стороне камеры, которые это дело снимают.